Приветствую, друзья! Сегодня расскажу и покажу вам, как работает сервис GeForce Now на консолях семейства Xbox One и Xbox Series. Последним системным обновлением вышла новая версия браузера Edge, который теперь поддерживает GeForce Now. Это значит, что на Xbox можно играть в игры для ПК, даже если эти игры и не выходили на Xbox. Это Steam, Epic Games, Electronic Arts и популярные условно-бесплатные игры. Тестировал сервис на своем Xbox One S. Первый день были проблемы с интерфейсом и сами игры нужно было запускать через поиск. Позже сервис заработал адекватно, и теперь достаточно зарегистрироваться, синхронизировать свою библиотеку Steam и Epic Store, оплатить премиум тариф и можно начинать играть. Разумеется, нужная игра должна быть куплена в Steam или Epic Store. Сейчас поддерживается чуть более 1000 игр. Зачем нужен этот сервис? Например, можно спокойно играть в Kena Bridge of the Spirits на вашем Xbox, хотя игра вышла только на PS5 и ПК. Игра полностью проходится, играется комфортно прямо с геймпада Xbox в разрешении 1080p и 60 FPS. Или можно пройти ПК-версию Cyberpunk 2077 с RTX на высоких настройках и в 60 FPS. И сделать это можно даже на Xbox One первой версии. То есть Next Gen версии для консоли еще нет, а через GeForce Now можно спокойно играть на Xbox боярскую версию с лучами и 60 FPS без лагов, глюков и вылетов. Итак, давайте начнем. Включаем Xbox, запускаем браузер Edge и открываем вкладку play.geforcenow.com. В русскоязычном сегменте автоматически открывается gfn.ru, так как они официально представляют доступ к сервису на территории России. В правом углу данные на вашего аккаунта, если вы вошли в систему, или кнопка «Войти» и «Зарегистрироваться». В левом углу находится кнопка доступа к библиотеке и настройки сервиса. У меня загружается последняя версия 2.0.34, которая поддерживает работу браузера Edge от Microsoft. Здесь привязываются учетные записи Epic Store и Steam для синхронизации. Можно выбрать расположение серверов, а также изменить настройки трансляции. Это битрейт, количество FPS и разрешение. Можно смотреть активную подписку или приобрести новую. Есть автопродление, которое можно отключить. Давайте запустим Street of Rage 4. Начинается подключение к аккаунту. Игра запускается на виртуальной машине на серверах GeForce Now. Система сообщает, что сервер готов. Кликаем «Продолжить», вводим данные аккаунта Steam. Для этого вам понадобится любая USB клавиатура. И дальше начинаем играть. Выбираем режим, персонажа и загружается уровень. Все, мы в игре. Картинка плавная и четкая, артефактов, квадратиков и мыла нет, тиринга тоже нет. Управление отзывчивое, задержка не ощущается. Создается полное впечатление, что игра запущена на вашей консоли. Можно спокойно проходить игру, все наигранное время и ачивки привязываются к вашему аккаунту Steam. По сути, вы арендуете ПК у сервиса, запуская на нем вашу учетку Steam. В любой момент можно нажать паузу в игре или выйти в дашборд Xbox. Игры с полной поддержкой геймпада играются отлично. Сейчас мы посмотрим, как работает игра с очень большой нагрузкой на битрейт стриминга и большими скоростями. Это футуристическая гонка Redout, выполненная на манер известной серии Wipeout от Psygnosis. Играл прямо с клавиатуры, хотя без проблем можно играть из геймпада. Процесс игры комфортный, картинка не сыпется на квадратики и не разрывается тирингом. Все довольно отлично даже на самых высоких скоростях. Кстати, это отличная футуристическая гонка, рекомендую. Давайте теперь запустим исключительно ПК-эксклюзив Euro Truck Simulator 2. В эту игру можно играть годами, что поклонники серии и делают. Тем более, что скоро выходит новое дополнение «Сердце России», где трассы пройдут прямо по центральному району нашей страны. Там будет и знакомое всем панельное домостроение, поля и березки, высотные линии электропередач, деревеньки и поселки городского типа вдоль трассы. Одним словом, можно косплеить сериал «Дальнобойщики» в свое удовольствие прямо на вашем Xbox. Можно попробовать настроить управление, но я играл прямо с клавиатуры. Как видите, здесь все тоже в полном порядке. Управление отзывчивое, задержка не ощущается, картинка хорошая, а играть комфортно. Под конец сеанса устроил даже небольшую аварию, перевернув грузовик. А вот пример работы файтинга, игра Guilty Gear X. Не очень силен в этой серии, все руки никак не дойдут плотно поиграть.
Снова поддерживается геймпад. Провел пробный бой. Как и в серии King of Fighters, здесь суперудары реализуются через полукруг в какую-либо сторону. Игра стильная, основана на эффектных ударах и комбо-связках. Понравится всем любителям японских рисованных файтингов и аниме. Картинка снова на высоте, все четко и без артефактов. Давайте посмотрим двумерные платформы. На этот раз запустим игру Ovalboy. Очень красивый пиксель-арт и просто приятная игра. Снова отзывчивое управление и отличная картинка. Игра поддерживает русский язык. Игра понравится любителям ретро и красивых пиксельных платформеров. Все как золотой век 16-битных хитов. Здесь сервис GeForce Now снова показал себя на высоте. Теперь запустим игры на клавомышке. Классика 2004 года выхода Half-Life 2. Все идет отлично, подают любые USB клавиатуры и мыши. Но в браузере Edge есть нюанс. При подключении мыши появляется курсор, и я так и не понял, как его убрать в полноэкранном режиме. Если вы знаете, напишите мне в комментариях, как это сделать. Потому что курсор носится по экрану и создает помехи при игре. С технической стороны все отлично. Сервис отрабатывает все резкие движения мыши, можно запросто ставить фершоты, играется, ощущается так же, как и на ПК. Осталось только решить вопрос отключения вот этого большого курсора. Аналогично играется и Black Mesa, ремейк первой части Half-Life. Клавомышка подключается без проблем. Можно играть и на геймпаде, но у меня были какие-то странности с поворотом по горизонтали. Поворот происходил медленно. Еще немного поездила Assetto Corsa с клавиатуры, но для таких игр нужен руль или хотя бы предварительная настройка геймпада, чем я не занимался. Кстати, вы пробовали подключить руль к Xbox через стриминг? Он работает? Напишите в комментариях, очень любопытно. Еще запустил последнюю часть Tomb Raider. Игра отлично управляется с геймпадом. Играть комфортно, к управлению и картинке претензий нет. В игре очень красивый арт-дизайн, все работает на 60 кадров в секунду. Отличное приключение, рекомендую к ознакомлению. Прости, что я тебя не дождалась. Подведем итоги. Как вы сами только что видели, сервис GeForce Now очень даже хорошо чувствует себя на консолях семейства Xbox. Можно спокойно подписываться и играть в более чем 1000 игр. Есть нюанс с отображением курсора в полноэкранном режиме при игре на мышке. Но, возможно, это решаемо. Теперь про стоимость сервиса. Подписываться на сутки не стоит, это очень невыгодно. Ночной тариф на месяц с 1 часа ночи до часа дня стоит 400 рублей. Месячный премиум 1000 рублей. На полгода 5000 рублей и на год 10к. Не очень дешевое удовольствие, но с другой стороны, если нужно пройти какую-то конкретную игру за месяц, то 1000 рублей плюс стоимость игры на ПК это не такие уж и большие затраты в сравнении с игровым железом в сложившейся ситуации. Сервис прямо сейчас поддерживает 21 игру с технологией RTX. Это Control, Cyberpunk 2077, Metro Exodus, последний Tomb Raider, только что вышедшие Стражи Галактики, последний Watch Dogs, ремастер трилогии Crysis и другие игры. Будем надеяться, что сервис будут улучшать и дальше. Будет расти качество стриминга и будут появляться все новые и новые игры. В том числе и бывшие PlayStation эксклюзивы, которые вышли на ПК. Кто знает, возможно скоро будет можно поиграть последнего бога войны на Xbox. А пока можно поиграть и в Кену. Друзья, спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Все необходимые ссылки находятся в комментариях прямо под видео. Это канал о проекторах, играх и различных полезных гаджетах. Так что подписывайтесь, жмите колокольчик, оставляйте пожелания и вопросы в комментариях. Ваша поддержка очень важна для развития канала. Далее вас ждут новые обзоры. Спасибо, что остаетесь на канале.